Привет, друзья! Сегодня столько новостей из Германии и Европы, что я просто не могу их пропустить. Сначала расскажу, почему глава партии «Зеленых» резко выступил против торгового договора между Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки и назвал его опасным для людей и экономики. Потом, про решение Дональда Трампа повысить тарифы на товары из Швейцарии. Это уже меняет ситуацию на мировом рынке. Дальше о том, как Катар поставил перед Евросоюзом условия. Отдельно поговорим о резком падении продаж немецкого пива. Такого не было больше 30 лет. Есть и новости о социальных выплатах и в конце выпуска о расследовании с миллионом поддельных автозапчастей, которые могли попасть к водителям. Все эти события связаны между собой и влияют на нашу жизнь. Посмотрите видео до конца и напишите в комментариях, что вы думаете про каждую тему. Если интересуетесь новостями Германии и Европы без лишних сложностей, подписывайтесь прямо сейчас. Итак, глава партии «Зеленых» Феликс Банашак резко раскритиковал недавно согласованный торговый договор между Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки. Он назвал его катастрофой для климата и кошельков граждан. По его словам, обязательства по закупке энергии на сумму около 750 миллиардов долларов приведут к удорожанию счетов и нагрузят не только энергоемкие производственные предприятия, но и обычных потребителей, нас с вами. Банашак обвинил руководство страны в том, что сделка отражает отказ от прежнего курса развития возобновляемой энергии. Он утверждает, что основные экономические интересы теперь продвигаются через поставки нефти и газа из Соединенных Штатов Америки, вместо активного расширения отечественных зеленых технологий. По его мнению, это поворот к недальновидной модели энергетической зависимости. Он также подчеркнул, такую сделку поддержала министр экономики, что говорит о согласии верховной власти с деструктивным направлением политики. Банашак считает, что предоставленные гарантии покупать энергию не стратегический шаг, а ошибка, которую ставит под угрозу национальные климатические цели. По итогам он предложил альтернативу. Вместо одностороннего соглашения нужна координация с партнерами, которые поддержат международное сотрудничество и честную торговлю. Только такой путь, считает политик, поможет сохранить конкурентоспособность экономики и не подставлять население под будущие риски. А дальше экономическая новость, которая из-за цифр даже в голове не укладывается. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о введении нового тарифа на импорт из Швейцарии, внимание, до 39% на многие товары. Эта мера стала неожиданностью, все ожидали потолок около 31%, но тариф получился значительно выше. Важно, переговоры между странами велись, но договоренности достигнуто не было. Прямо под ударом швейцарская индустрия роскоши, часы, шоколад, ювелирные изделия и механические механизмы. Некоторые компании уже предупредили, резкое повышение привозной нагрузки приведет к удорожанию товаров на американском рынке и может отбить у потребителей желание покупать. Сектор фармацевтики временно не затронут, спецлекарства остаются под запретом, но если соответствующая проверка продлится и ее результаты окажутся негативными, тариф может достигнуть, внимание, 200%. Швейцарские власти говорят о сильном потрясении. Экономика страны экспортно ориентирована, и десятки тысяч рабочих мест в технологиях, машиностроении и пищевой промышленности могут оказаться под угрозой. Эксперты отмечают, большинство швейцарских товаров идет из Соединенных Штатов Америки через ограниченный список. Около 19 товарных позиций составляют 2/3 экспорта. Однако доля американского рынка в общем портфеле продаж Швейцарии падает. Теперь это не более 16%. Швейцарские производители уже обсуждают перенесение части производства в Соединенные Штаты Америки и диверсификацию рынков, чтобы избежать потерь. Сейчас стороны пытаются продолжить переговоры и найти компромисс, но степень влияния на ситуацию остается неясной. Но это еще не все. Дальше тревожная новость для всего Европейского Союза. Европейский Союз оказался в сложной ситуации, рискованной игре с Катаром из-за спорного закона о корпоративной, экологической и социальной ответственности. Катар ясно дал понять, если Европейский Союз не снимет требования о разработке климатических планов для компаний, он может прекратить поставки сжиженного природного газа, от которого блок зависит примерно, внимание, на 12-14% при импорте в Европейский Союз. В письме от мая министр экономики Катара заявил, что директива нарушает суверенность стратегии и создает нестабильность для бизнеса. В ответ Еврокомиссия начала переговор о смягчении требований, включая отсрочку вступления директивы до 2028 года и упрощение
ужесточения некоторых норм. Аналитики предупреждают, Европа стоит перед выбором: либо соблюдение климатических обязательств, либо гарантированная энергия от надежного партнера. Особенно чувствительный момент из-за ограниченности природных ресурсов и нехватки альтернатив в Южной Америке или Африке. Даже США и Австрия не могут полностью компенсировать возможный разрыв. Эксперты оценивают заявление Катара как давление, возможно, частичный блеф. Дело в том, что страна по-прежнему зависит от доходов от экспорта и не готова терять европейский рынок. Но даже риск краткосрочной паузы в поставках может вызвать подорожание энергоносителей и напряженность в зимний сезон. Евросоюз оказался в дилемме: придерживаться амбициозного климатического курса с возможным энергетическим кризисом или смягчить правила и сохранить газовый рынок. Любой выбор в этом балансе окажет глубокие, конечно же, последствия для устойчивости экономики и климата региона. А теперь новость, которая в Германии затрагивает каждого и вызывает серьезное беспокойство. В первые 6 месяцев 2025 года немецкие пивовары столкнулись с самой слабой продажей за более, внимание, чем 30 лет. Общий объем реализации упал до примерно 3,9 миллиарда литров. Это первый раз с начала учета, напомню, в 1993 году, когда полугодовой показатель опустился ниже 4 миллиардов литров. Снижение составило 6,3% или около 262 миллионов литров по сравнению с тем же периодом прошлого года. Потребление внутри страны сократилось, внимание, на 6,1%, а экспорт на 7,1%, причем примерно 82% всего пива выпивается именно в Германии. Особенно сильное падение отмечено в поставках в государства вне Европейского Союза, минус 9,9%. Эксперты связывают эту тенденцию сразу с несколькими факторами: от демографических изменений, о которых я вам рассказывал, и оздоровительного образа жизни до повышения цен на сырье, энергию и логистику. Потребители жестко экономят, особенно на дополнительных дозах. Второе или третье пиво заказчикам зачастую пропускается. Единственным положительным трендом стало пиво-миксы. Продажи Радла и подобного выросли на 8% до 220,8 миллиона литров, но доля этих напитков, я напомню, всего лишь около 5,6% от общего объема. Основной исполнительный директор Ассоциации пивоваров Томас Айхеле предупреждает: конъюнктурные риски и слабость потребительского спроса создают для отрасли давление, схожее с тем, что наблюдалось во время пандемии в 2023 году. И, конечно же, еще одна новость о социальном пособии и какие произойдут изменения. Итак, в 2026 году федеральное правительство Германии выделит дополнительные 600 миллионов евро на программу трудоустройства для получателей базового дохода. Эти средства будут направлены через агентство занятости Job Center, чтобы помочь безработным найти работу и снизить зависимость от социальных выплат. Таким образом, общий бюджет на интеграцию в трудовую сферу составит 4,7 миллиарда евро, что, внимание, на миллиард больше, чем в 2024 году. Несмотря на увеличение финансирования, правительство планирует незначительное сокращение расходов на базовый доход в 2026 году, я об этом вам уже рассказывал, на 1,55 миллиарда евро до 41,05 миллиарда евро. Общий объем средств на базовый доход, расходы на жилье и интеграцию составит около 51 миллиарда евро, что на 950 миллионов меньше, чем в 2025 году. Глава Федерального ведомства по труду выразила сомнения в достижимости этих целей, отметив, что на данный момент наблюдается плохая динамика в снижении уровня безработицы. Она подчеркнула, что успех программы будет зависеть от эффективности инвестиционных мер и реального трудоустройства людей. Правительство рассчитывает, что активная помощь в трудоустройстве долгосрочных безработных позволит снизить потребность в социальных выплатах. Однако, по мнению Налис, оценить эффективность этих мер можно будет только после того, как они начнут приносить результаты. Но вот следующая новость заставляет задуматься и наносит сильный удар по экономике Германии и показывает, что подобное возможно в очень больших масштабах. В Германии правоохранительные органы провели масштабные рейды и изъяли более 1,5 миллиона фальшивых автозапчастей, подделывающих продукцию известного немецкого автопроизводителя. Среди изъятых это воздушные фильтры, изготовленные из опасных, быстро воспламеняющихся материалов, а также тормозные колодки и диски, содержащие вредные вещества, такие как свинец и мышьяк. Эти контрафактные детали могут представить серьезную угрозу безопасности на дорогах для всех.
Подделка распространялась через онлайн-платформы, социальные сети, что позволило преступным группам охватить широкий рынок. В прошлом году компания, защищающая бренд, добилась удаления все-таки более 212 тысяч предложений фальшивых товаров в интернете. Власти призывают потребителей проявлять бдительность при покупке автозапчастей, особенно если цена кажется подозрительно низкой или продавец неизвестен. Покупка таких товаров может привести не только к поломке автомобиля, но и угрожать жизни и здоровью водителя и пассажиров. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.